Hello, it's me. Всем привет, дорогие друзья! С вами Штейн, вы в комнате у Штейна. И как вам моя новая заставка? Ну, она старая, но музыка новая, так сказать. Сегодня в двух словах для тех, кто новенький, мы продолжаем играть в террарию, и мы сегодня идем на оленя. Циклопа оленя, между прочим. Я должен заметить это. Итак, что с этим циклопом не так? Да то, что он неуязвимый, это первое. Во-вторых, у него есть от 3, по-моему, до 5 паттерн атаки на среднем уровне, что дико мне, честно, понравилось и зашло. А также он прикольно ходит, прикольно бьется, прикольно кричит. И анимации вы все эти видите на экране. Но прежде чем начать наш эпический батл, давайте сначала я вам расскажу пару новостей. И мы с вами начнем. Окей? Погнали! И как только вы услышали этот волшебный звук, надеюсь, вы меня уже простили заочно. Я знаю, что я накосячил, но Telegram будет сегодня ближе к вечеру, так как я уже выпустил это видео где-то в 0 час ночи. Так что как-то так. Вот и второй волшебный звук, который вы слышите, это Discord канал. Да, естественно, я его тоже буду заводить, и точно так же он будет в воскресенье. Так что прошу любить и жаловать меня, но лучше любить, чем жаловать. И давайте тогда начинать. Перейдем к самой игре. Итак, дело было где-то в Сибири, очень холодной Сибири. Я попал в неизвестные шахты и начал копать. Я искал что-либо, что может мне согреть. Я окунался через водоем холодной ледяной воды. Но так и ничего не нашел, что могло бы согреть мое ледяное сердце. Но тем не менее я не сдавался. Я дальше шел и шел. Я искал. Но что искал, я так и не понял. Я просто шел. Я верил, что я как чего-то могу дойти. И я, знаете, что сделал? Ничего. Я дальше начал копать. На самом деле, я хотел маленькую историю из Сибири рассказать. Сибири, которая была на самом деле у меня в террарии. Я встретил фею, так как я очень много здесь копал, и очень долго я пытался здесь запрыгнуть, если вы видите, в тот момент я прям подтупливал. Я создал маленькую платформу и пошел к сундучку. Фея, кстати, очень крутой. Она мне принесла один из самых важных артефактов. Какой? Вот этот оленью голову. Что она дает? Правильно, вызов босса. То есть мы начали с того, что нам нужно вызвать босса. Каким образом? Да все просто. С помощью артефакта. На самом деле я был крайне удивлен, когда я его нашел. Но дальше, я думал, надо их скрафтить. А на самом деле я уже готов. Так получилось, что крафтить не нужно. И какое чудо, мне вторая фея попалась. И я так обрадовался. Все окей, копка задалась, надо пойти дальше и дальше копать. Сразу говорю, я буду местами ускорять, чтобы вам было более интересно смотреть за всем этим происходящим делом. И в этот момент я надыбал кучу лута. Он очень даже прикольный. Я даже до паза покормил себя и редкой породой. Но случайно я взорвался. Очень случайно, честное слово. Не хотел этого делать, но я даже не успел увидеть. Я, по-моему, даже артефакт купил на то, чтобы смотреть, провода подведены туда или нет. Но все равно взорвался. Кстати, поздравьте меня. В одном из кучу лута были, сапоги скорохода. Короче, у меня был план. Я решил подготовиться к бою. Я решил залезть в узкое место, перегородить его и просто расстрелять издалека. План был хорош, как швейцарские часы. Но, по-моему, я переиграл сам себя. Итак, в левом углу мы видим циклопа оленя, в правом углу мы видим бедного шахтера. И видим, как задоджил наш шахтер один удар. Это был прекраснейший момент, но 2 последующих удара, прям прямое попадание было получено. Интересно, что же ждет нас дальше? Вот, наш шахтер пытался пройти сквозь него.
начал убегать, но тут мы видим, как мастерски циклоп-олень догоняет нашего шахтера. Шахтер пытается углубиться глубже, надеясь на то, что за ним не последует циклоп-олень, но циклоп-олень решил просто заспамить и заскочил на огонек. Наш шахтер принимает единственное верное решение – дать дёру. Но циклоп-олень не так прост, он не отпускает свою добычу. И вот он его настигает. И последний удар. Да, этот раунд за циклопом-оленем. Поздравляем его! Уи! Итак, рефери дает нам 3 секунды на отсчет. 1, 2. Наш шахтер приходит в себя. Интересно, что он будет делать? И мы видим по его движениям, что он идет к боссу. Он будет с ним еще раз пробовать сражаться. Это удивительно, дамы и господа. Второй раунд. Раунд второй начался. И интересно, мы видим, как циклоп-олень смеется, глядя прямо в глаза нашему герою. И что же будет дальше? Что же будет делать наш шахтер? Он, как мужик, принимает вызов. Идет с ним лицом к лицу. Но что это, дамы и господа? Наш шахтер использовал крюк-кошку. Такую же точно так же, как и Скорпионс из Mortal Kombat. Или же это нечто другое? Нечто зловещее. И это, возможно, атака титанов. Мы видим, как циклоп-олень проводит серию удивительных ударов, догоняет нашего шахтера и... Обратите внимание на циклопа-оленя и на его прыжок, как будто он сейчас находится в рестлинге. И это чистый нокаут. Рефери снова дал 10 секунд на отлежку. Если наш герой не поднимется за это время, то все. Но он поднялся, дамы и господа. Наконец-таки нас ждет третий раунд. Интересно, чем он закончится? Учел ли он все ошибки своего прошлого? Да или нет? Сейчас эту истину мы узнаем. Итак, третий раунд. Наш шахтер применяет полную тактику, используя посох. Но чем же отвечает циклоп-олень? Циклоп-олень себе не изменяет. Он трижды атакует нашего героя. Вот это да, дамы и господа. Мы видим, как циклоп-олень сделал комбо из 5 ударов. Неужели наш герой снова попадет в сак? Но что это? Посмотрите внимательно. Наш герой завел циклопа-оленя к себе прямо в дом. Неужели он хотел заманить его на арену? Ай-яй-яй, как обидно. Но видим, что циклоп-олень не гордый. Он просто покинул помещение. Четвертый раз наш герой встает на этот путь. Он снова направляется к боссу. Но теперь у него есть маленький план. Итак, какой же у него план? Он построил платформу, все понятно. За этой платформой он попытается завалить босса с дальнего расстояния, но у него ничего не выходит. И ему снова приходится использовать крюк. Но на этот раз циклоп-олень решил воспользоваться только дальними атаками и вызвал временный паралич у нашего сотрудника, нашего героя. Итак, наш герой снова решает бросить ему вызов. Но это уже в какой? В 15-й, в 20-й, в 100-й раз? Нет, это всего лишь в 5-й раз. Обратите внимание на технику, которой уклоняется наш герой. От первой атаки уклонился. От третьей атаки уклонился. Получил немного атак. И снова получил. Ну а циклоп-олень по-прежнему уменьшается жизни. Но это недостаточно для победы нашего героя. И вот она. Судьба злодейка. Нет! Мы так болели за него. Но он все же проиграл. Наш герой совершает еще очередную попытку. Достраивает еще одну платформу, чтобы избегать его наказаний от рук. Ставит осветительные огни. Для чего? Для того, чтобы лучше его видеть. Начинается файтинг. Получается, сразу получил 2, 3, 4 оплюхи от нашего циклопа-оленя. Задоджил 2 удара. Но циклоп-олень не так просто. Он вызывает руки. И здесь нашему герою ничего не остается, кроме как убегать. Но он достаточно неплохо от них убегал. Единственный момент, что его все-таки настигли те руки. Ladies and gentlemen, смотрите, что происходит. Наш герой просто, скорее всего, устал сражаться с ним. Замансил 1 раз, 2 раз. Начали полностью на мечах сражаться.
Интересно. Еще раз попадание было. Ушел удара. Ушел от второго удара. Еще удар. Еще удар. И вот она. Эх, на лол хп осталось. На лол хп. Ты должен был его забрать. Ты должен был это сделать. Ты был обязан. Мы на тебя надеялись. Но нет. Ты не оправдал наши ожидания. Что же теперь с нами со всеми будет? А? Герой, ты же должен изменить террарию. Ты должен быть как все нормальные люди. А нет, гляди, он взял его, забрал его. Это победа! Это чистая победа! Чистейшая просто! Нет такой победы, кроме как победы. На самом деле победителей не судят. И сколько раундов было, мы уже не считаем. Но тем не менее, давайте забудем все, что было до этого, и попразднуем победу хорошим таким салютом, который, естественно, я не буду вставлять. Я уже и так запарился, если честно, монтировать это видео. Что хочу сказать вам в послесловии. В послесловии, ребят, спасибо, что смотрите меня, спасибо, что даете ценные советы, комментарии. Я действительно постарался вам сделать такой некий репортаж с очень многими склейками, отсылками, ну и так далее. И надеюсь, вам это понравилось и зашло. Если все так, подписывайтесь, ставьте комментарии, ставьте колокольчики. Это ставьте душевный лайк. Это действительно помогает видосу продвигаться. Так вас всех поднял, обнял, поцеловал и бросил. Ладно, я уже схожу с ума. Bye, guys!